находимся с вами в зале художника Ивана Ивановича Шишкина. Он очень отличался от пейзажистов своего времени, от пейзажистов второй половины XIX века, от лирического настроения в пейзажах Саврасова или романтического настроения в пейзажах Куинджи. В картинах Шишкина ширь, простор и монументальность русской природы утверждаются как знак, как образ России. Шишкин серьезно относился к образу природы, к деталям природы, и среди художников получил прозвище «ботаник». Точность соединялась в картинах Шишкина с настроением и внутренним состоянием. Художник умел вдохнуть в картину жизнь. Монументальность – не просто само состояние картины. В картине Шишкина пространство оживает. Современным языком говоря, он умеет создать понятие 3D-образа. Пространство, природа, вот эта дымка, которую мы видим в картине «Утро в сосновом лесу», кажется абсолютно живым и реальным, и мы действительно ощущаем себя в глубине этой чащи. Мы как будто начинаем осматриваться вокруг и понимаем, что в этом пространстве нет одной очень важной детали. Художник пишет пейзаж без линии горизонта, а еще если мы смотрим наверх, то мы замечаем, что верхушки деревьев так срезаны смело, отважно художником против всех правил и законов классического построения академического пейзажа. Зачем это нужно художнику? Что это дает картине? А дает это совершенно другое понимание чувства пространства внутри. Линии горизонта нет, и мы не понимаем, где заканчивается эта чаща. А если озираемся вокруг и смотрим наверх, то мы с вами не видим неба. И вот, почувствовав себя в глубине этой чащи, вдруг мы замечаем, как на сломанном погибшем дереве появляются малыши-мишки, рядом мама-мишка, появляется жизнь, возрождение жизни, движение жизни. У этой картины есть одна большая история. Вот этот целостный образ жизни, леса, этой чащи, природы, мишек создает не один художник, создают два художника. Впервые зрители видят эту картину без мишек. Отсюда складывается легенда о том, что, наверное, Шишкин не был анималистом, но Шишкин был академическим художником. И к каждой картине он создавал огромное количество этюдов, рисунков. Сохранились рисунки, этюды, где рукой Шишкина мишки в картину включены. Но почему вдруг в последний момент он отказывается от этого образа? На эту тему документов не сохранилось. Мишек в композицию картины вписывает другой художник, художник Савицкий. И у картины изначально две авторские подписи в нижнем углу картины, и сегодня можно прочитать подпись Ивана Ивановича Шишкина, а вторая подпись стерта из картины. Когда Павел Михайлович Третьяков приобретает произведение, он отмечает: у одной картины двух авторов, двух художников быть не может. И подпись Савицкого из картины исчезает. Но на самом деле большой художник, большой мастер понимает, самое важное в произведении сложилась гармоничность единого образа. Сегодня мы знаем уже точно картина «Утро в сосновом лесу» художника Ивана Ивановича Шишкина и художника Савицкого. Ну а рядом мы видим еще одно прославленное произведение Шишкина – картину «Рожь», которую тоже издалека сразу узнают по первым образам этой картины все посетители Третьяковской галереи. Картина «Рожь» – классическое монументальное произведение. Ширь, простор, гордость русской природы – все утверждается в этой картине как могучий образ России, любимый образ художника. Картина действительно выстроена очень грамотно по всем законам академического письма. Здесь уже и линия горизонта на своем месте, она немного занижена, и это дает дополнительное ощущение простора, шире. Картина выстроена как математическое уравнение, но вместе с тем, посмотрите, какое состояние. Сосны, одни из самых высоких деревьев, полностью включены в композицию, как богатыри, расправив плечи, они стоят, за ними открывается линия горизонта, а над ними художник оставляет еще просвет неба. И эта деталь тоже подчеркивает ширь и простор, дает дополнительное ощущение огромности пространства.
Мотив, движущийся к линии горизонта дороги, один из любимых мотивов художников второй половины XIX века и один из любимых мотивов русских мастеров. Философский, глубокий образ дороги, движение вдаль. Этот образ в XIX веке открывают и как образ, сопротивляющийся ветру, буре, стихии, и как лирический, задумчивый образ. У Шишкина в этой картине дорога залита солнцем, дорога среди золотистых колосьев ржи. И там, где-то вдалеке, на линии горизонта, появляется человек, который медленно движется по своему пути. А на первом плане картины, совсем низко над дорогой, буквально прижавшись к земле, летят птицы. Так летают птицы перед грозой. Но в картине Шишкина «Рожь» солнце торжествует. И вместе с тем на самом горизонте буквально только появляется, зарождается мотив грозы, мотив бушующей стихии. Критики, видя картины художника на выставке, пишут: по картинам господина Шишкина, именно потому, как он прописывает растения, мох, сразу видно, север это или юг. Каждое растение прописано не вымышленно, фантазийно, а достоверно, как в ботаническом атласе. Но вместе с четко проработанным первым планом появляется ширь и простор вдалеке, который утверждается в картинах второй половины XIX века благодаря художнику Ивану Ивановичу Шишкину.